Такого ролика про плов еще не было. Посмотрите, кто у нас здесь вот. 3 богатыря. 3 разных плова сегодня будем готовить. В связи с тем, что я хочу положить конец вот этим разговорам, вот этой болтовне. Тот плов правильный, тот плов неправильный. Давайте знакомиться. Наверное, вот этого, значит, парня вы более-менее знаете. Ну, Фархат. Фархат почти что мой земляк. Он родом тоже из Ферганской долины, но уже из Таджикистана. Между нашими городами, Ферганой, где я родился, и Канебадавом, где родился Фархат, какие-то там 120-150 километров, не знаю сколько сейчас. Ну, Алишер, познакомься с Фархатом. Мы с тобой знакомы, и ребята с тобой хорошо знакомы. Ты откуда? Там, где я родился, вырос, плов готовят тоже, любят. Ну что, начинайте. Можно, да? Да. Значит, ввиду того, что Фархат из Ферганской долины, я буду готовить сегодня плов не ферганский. Да? Ферганский плов уже столько раз готовил, столько раз показывал вам все подробности, все детали. Я сегодня буду готовить плов, который не готовил ни разу. Это будет плов кабули. Афганский? Афганский плов. Значит, сразу скажу, в Афганистане я не был никогда, но такой плов я пробовал, видел, как его готовили. Никогда не угадаешь, где. В Париже. Да. А в Париже проходил фестиваль кухонь разных мира. Фархат, почему ничего не делаешь? Или ты? У меня все подготовлено. Я кардамон. Беру кардамон, который мне прям понадобится прямо сейчас, потому что в афганском плове, если говорить о плове кабули, то тут тоже могут быть очень разные варианты. Кардамон. Вот очень приятная специя, которую мы практически не используем, когда готовим плов. А тем не менее, она хорошо подходит, что к рису и особенно к морковке. Фархат, Да. ну хорошо, ничего не делаешь. Расскажи о себе немножко. Ты кто такой вообще? Ты же не повар, да? Ты не блогер, да? Вот Алишер блогер. Я предприниматель. Живу и работаю в Москве. Ну, готовить любишь немножко, да? Готовить люблю, да. Что, умеешь, да? Ну, получается, что-то получается. Учусь у вас. Смотрю ваши ролики и учусь. Вроде никто не жалуется. Они там в Афганистане, я видел, готовят с пальмового масла, даже не масло, а прям вот почти что как парафин. Банки такие открывают, раз, два, три, Да. жестяные Металлические, банки. жестяные. На нем пальма нарисована, ну пальмовое масло готовят. Кто там с подсолнечным готовит. В общем, у кого что есть в Афганистане, те готовят. Почему не готовят с топленым маслом? Я не знаю, может быть дорого это. Ты на каком масле, на каком жире будешь готовить? Смотри, у тебя там что-то сегодня богатый ассортимент. Ты парень молодой, да? Хочешь выделиться, да, скорее? Да? Ассортимент богатый у тебя, да? Не, в моем случае, дядя Смотрите, Сталин. что у него. Смотрите. Перепелок принес, изюм принес, морковку там, перец есть, там у него Борис, курдюк принес, мясо, шоколад принес. Дядя Салик, я свой плов называю не узбекским, не таджикским, а московским. По той причине, что когда мы начали готовить плов для вот местной аудитории, Да? так случилось, что очень нравится русским, да и не русским, которые живут в России, когда плов такой нарядный. То есть, когда ты украшаешь козы перепелиными яйцами, там, чесночком, перцем. Значит, я когда приехал в Москву, я приехал уже вот с книгой готовой «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». Это был 2006 год. И было очень много презентаций. Я тоже очень быстро пришел к выводу, что в Москве требуется нарядный плов. Да. Я тоже его сочинил на ходу, как готовить этот нарядный плов. И даже одна из первых телевизионных съемок, не помню для какого канала, где-то в интернете есть. Я готовлю именно такой плов, который, говорю, это русский плов. Потому что в Узбекистане так не готовят. В Узбекистане, в Таджикистане готовят свою разновидность плова. Смотрите, как он нарезал курдюк. Ты зачем курдюк так нарезал? Вот такими ломтиками. Чтобы положить по казану, чтобы растопить курдючий жир. Модный парень.
А в чем мода, дядя Сталик? Я просто нарезал то, что было на столе. На самом деле плов можно готовить с любыми продуктами. Вот любые продукты, какие у вас есть. Если у вас есть рис, можно приготовить с рисом любые продукты и получится плов. Что такое плов? Это наилучший способ приготовления риса и самых лучших продуктов, которые есть в этом регионе. Я стараюсь сейчас не то чтобы там дожарить этот изюм, а вот просто грею его в масле, чтобы пропитать масло вкусом изюма. И изюм сейчас, он бывает сморщенный такой, да, он от нагрева надувается, приобретает форму, когда он был виноградом. Фархад, что делаешь там? Как у тебя? Масло разогреваю. Масло виноградное и семечки винограда. Выбирайте масло, жир вообще, вот то, на чем мы готовим плов. Это все-таки фундамент плова. Если масло невкусное, если жир невкусный, ну что, дальше уже там можно и не готовить плов. Зачем готовить? Все остальное тоже будет невкусно. У меня морковка тоже уже порезанная. Надо сказать, вот это вот афганский, кабульский плов, они готовят тоже по-разному. Есть, которые сначала жарят морковку, есть, которые потом жарят морковку. Мне вот этот способ, когда морковка жарится сначала, показался более правильным таким способом. И сейчас приготовьтесь удивляться. Я вот этот кардамон размолол. Вот посыпаю его на морковку. Там. Вот она, молотая зира. Молотая зира тоже на морковку. Наверное, эта зира не только в Саудовской Аравии продается. Суданская зира. Наверное, ее в Дубае можно заказать. Не знаю, где еще заказать. Есть контакты? Закажи, привези. Хорошо. Супер зира. Вообще, в Узбекистане тоже, по-моему, не знают ее никто. Я сахар насыпаю сверху морковку. Вас это удивляет, скажите, или нет? Ну, морковка-то сладкая, и вот добавляют еще сахара, чтобы была еще слаще. И получается это реально вкусно. Дай воды выпить чуть-чуть. Пожалуйста. Чуть-чуть воды. Теперь этот сахар должен растаять и вместе с зирой, вместе со специями прилипнуть на морковку. И морковка не будет готовиться очень уж долго, но должна сохраниться ее длина, ее форма. Шкварок. Морковь будет тушиться. Чуть-чуть она так вот припустится. Будет полуготовая. И потом вперед. Яичко жарю. Яйца? Ага. Надо обжаривать? А вы в зирваке будете еще томиться, да? Я просто буду украшать. Ага, вот как. Я просто отварными яйцами украшаю. Он Что обжаривает. это такое-то? Это у меня пойдет на украшение. Ну это я первый раз прям вижу. Я тоже первый раз. С морковкой вместе жарили. Такое было. С морковкой вместе прям жарил я яйца. Я вот буду сейчас обжаривать перепелки. Этот яйца жарит, перепелиные. Это перепелок жарит. Масло нагрето у него. О! Дядя Сталик, а вы когда готовите вот первый раз какое-то блюдо, делаете перед этим проработки? Ну, перед тем, как записать, например, рецепт? Бывает блюдо, где все понятно, да? Ага. И я уверен, каждый из этих Это шагов больше уже пар. встречался в каких-то других блюдах. Ага. Вот каждый От лука. шаг встречался. Так.
знаю, каким результатом это приведет. А все остальное, ну, абсолютно для нас знакомо. Я сейчас еще и рис отварю, прежде чем опущу мясо. А, рис будет отварной? Да. Ну, я думаю, для зрителей это, наверное, будет максимально необычный рецепт, учитывая, что оши кабули, наверное, даже не все повара знают. Вот это казан! Без дров ты смотри, как шипит морковка. Смотрите, красавчик, смотрите, что он сделал с этим перепелком. Смотрите, что он сделал с перепелком. Кстати, Ничего можно себе. закусить, у нас шкварки даже есть с луком. Но я обжаривать буду сначала мясо на кости, а потом буду добавлять филейную часть сына. Ты огонь регулируешь? Да, да, да. Очень сильно. Да, огонь. да. Смотри. Вот морковку я жарил, не знаю, сколько мы это разговаривали. Ну, меньше 10 минут. Вот какая морковка, посмотрите. Она уже стала мягкая. Вода практически испарилась. И сахар со специями осели на морковке. И вся морковка осталась целенькой. Ни одна не поломалась. В этом казане все будет и дальше происходить. Но наливаю довольно много воды. Литров 8 воды. Потому что я собираюсь варить в этой воде целых 2 килограмма риса. Здесь 8 литров воды, 8 столовых ложек соли. Послушайте, так готовят плов, вот так готовят рис. Бухара, вот Афганистан. Есть такой бухарский плов, где варится рис отдельно. В Хорезме, Сюзма плов тоже варится, значит, рис вот так вот заранее. Иран, Азербайджан, все арабские страны, все готовят так. В Индии, где там, не знаю, сколько там уже, 1,5 миллиарда. Да? Значит, все готовят вот рис вот так, и никто еще ни разу не пересадил. Сыпьте соль обязательно, иначе будет просто-напросто невкусно. Вот теперь мощность казаната понадобится, чтобы скорее закипел и чтобы варился 8-10 минут. Значит, я всегда замачиваю рис, да, ну как минимум на полчаса. Иногда там, чем лучше рис, чем дольше его можно замачивать. Одна из самых дорогих для меня книг является книга «Плов». Книга «Плов. Кулинарные исследования». Почему же у этой книги такое название? Дело в том, что плов – это не одно единственное блюдо. Дело в том, что плов – это способ употребления различных продуктов вместе с рисом. И здесь рассказывается о плове буквально все. Только книгу эту следует открывать не вот так и держать на столе вот так, а вот так. То есть мы ее кладем, можем поставить где-то у стеночки, и она будет занимать в 2 раза меньше места на кухонном столе. Ну и посмотрите, какая это книга. Очень много красивых, интересных фотографий. И опять-таки здесь используются значки, пиктограммы. И подробно объяснено, каким должен быть нагрев под казаном, какой формы должно быть пламя, насколько сильное должно быть это пламя. Все это сделано для того, чтобы у вас плов наконец перестал пригорать, чтобы плов наконец-то получился рассыпчатым. Очень подробные фотографии, очень подробное объяснение не просто каких-то рецептов, а технологий, о том, как это делается вообще. Ну, вот, например, раздельный плов – это просто база для азербайджанского плова. И дальше начинаются какие-то азербайджанские пловы с подробным рассказом о продуктах, которые понадобятся для такого рода пловов. Разумеется, здесь очень много и узбекских видов плова. И начинается все просто с базы. Плов без масла, без жира не готовят. Вот какое масло выбрать,
как выбрать жир, до какой степени нагревать, как следует резать лук для плова, в каких случаях какой формы должен быть лук, как его жарить, этот лук. Вот видите, целая глава, которая называется «Как жарить лук». Точно так же про морковь, точно так же про мясо. Что вперед, мясо или лук? И, наконец, про рис. Как выбрать рис для плова? Какой рис для какого вида плова подходит больше? 3 главы, начиная от ученика, дальше заканчивается, значит, там мастер продолжает. И 3 глава – это, ну, так скажем, профессор. Это человек, который способен импровизировать с пловом, который способен создавать новые рецепты плова. В итоге вы станете настоящим мастером, непревзойденным мастером приготовления плова. Книга «Плов. Кулинарное исследование» продается только в моем интернет-магазине stalik.ru. Эксклюзивно. Но зато вы можете заказать эту книгу с автографом. В нашем магазине постоянно проходят какие-то акции, действуют какие-то скидки. И, например, можно купить 2 вот такие книги, а 3 получить бесплатно. Одним словом, приходите. Мы вам поможем сделать правильный выбор, и вы получите отменный подарок. У меня на канале вышел ролик, снимал его в Азербайджане, в Ленкоране, с очень крутым поваром. Он вот такие же сорта риса замачивает на 10 дней. Ух, на 10 дней рис замачивает. рис в пудинг не превращается за это время? Нет, вот, значит, еще 3 раза меняет. Каждый раз соленая вода 3 раза меняет за эти 10 дней. Какой у него рис вышел? Я сейчас смотрю на видео, я ему завидую. Как он сварил рис. Вот просто вареный рис, и он лежит как пух, не складывается вот так вот, не слипается. У него получается целый ритуал, он за 10 дней готовится, чтобы покушать рис. О. Вот это кипение. Мощность на самом деле 15 киловатт. Конечно, сейчас не используется 15 киловатт. Если 15 киловатт, здесь это просто налей полный казан воды, и он за 10 минут испаряется. Да. В режиме томления, когда плов уже там томится, через смартфон видно, сколько он употребляет. 100-150 ватт употребляет мощности в режиме томления. Пахнет, у них так вкусно все пахнет. Да, слушай, когда один казан готовишь, ну как ничего так, пахнет и пахнет, да, там. Но сегодня... Но это же у нас не баттл, дядя Сталик. Не люблю я это слово. Ну, то есть мы не будем состязаться, правильно? Мы будем просто показывать. С кем мы должны состязаться? Ну, мы все любим плов. да. Таджики, узбеки, туркмены, киргизы, казахи тоже. Да. В Татарстане тоже любят плов. Мы все любим плов. Вся Россия плов полюбила. Да. Это точно. Это то, что должно нас объединять. Если мы любим одно и то же, это объединяющий фактор. Зачем здесь из-за этого спорить, там, это лучше, это хуже, вот там лучше, вот там хуже, это не плов, это каша. Вот, пожалуйста, вам. Вот настоящий узбек. Вот настоящий азербайджанец. Правда, родился в Узбекистане, по патенту сделанный. Вот настоящий таджик. Какой еще вам плов надо? Да, точно. Плов должен объединять. Посмотрите, значит, вот сито у меня, да, через которое будет стекать вода, оно не достает дна вот этой гастроемкости. Вода должна стечь, и рис не должен оставаться в соприкосновении с водой. Вот эти способы приготовления риса, когда рис опускается в зирвак, они на самом деле несколько сложнее для повара, чем вот такие откидные пловы. Объясню чем. Ты здесь должен абсолютно точно рассчитать, сколько воды налить. Да. Иначе эта вода будет лишняя. Хотите Сколько налить? воды? Я хочу знать, сколько литров здесь. А я не знаю даже. Я так на глаз наливаю. Когда мы готовим в зирваке, то вот там нужно точно рассчитать, сколько воды. А здесь сейчас сварили рис. Видишь, что готовый рис. Выложил его, да и все. Не важно, сколько там воды. Ничего страшного. Эту лишнюю воду сейчас вычерпываем, да и все. А ты закрыл крышку, можно посмотреть? Конечно.
Я довожу до кипения. Довел до кипения, смотришь, сильно Да, кипит. мне надо, чтобы морковь улеглась, а потом под открытой крышкой там... Ты учитывай, пожалуйста, что этот очаг термос, и крышка тоже термос. Да, я понял. Нагрев меньше делай. Хорошо. Я наливаю масло в казан для того, чтобы наконец-то начать жарить мясо. Эти уже сейчас рис будут опускать, а у меня еще только мясо жариться начинает. Такое количество риса, это потребует минимум 800 грамм масла. Понимаете, некоторые исходят из веса сухого риса. А ты посмотри, как он варится. Видели, сколько получилось? Это полное, там, обычно 2 килограмма риса получается в это первое сито. Еще на втором тоже вышло. То есть в 1,5 раза больше, поэтому и масла больше надо, чтобы потом покрыло это масло. Значит, ну есть же умные люди, а бывают умники. Какие-то умники в интернете распространили, значит, сведения о том, что сначала надо жарить мясо, а потом надо жарить лук. А то лук сгорит. Иногда надо делать так. Иногда не надо делать так. Иногда не надо жарить сначала мясо, сначала лук, потом лук. Вот в афганском этом оши-кабули готовят как раз таки сначала лук жарят, потом кладут мясо. Причем даже если используют очень жесткое мясо, очень такое твердое. Но сегодня я вот беру вот эту голяшку баранью, причем это не от ягненка, это такой серьезный баран был, килограмм на 25 весом. Она жесткая. Вот я ее обжариваю для того, чтобы придать хороший вкус маслу. А потом я ее уберу и начнем все как положено. Сначала лук, потом мясо. Голяшка, вперед. Ну что, Акафархот, почему так больше налили воды? Рис любит воду? Да, я специально побольше налил, чтобы во время, когда буду выкладывать рис, чтобы не добавлять воду. Ну, если надо добавить, то... То есть рис, чтобы впитал именно вкусный зирвак. Да, чтобы бульон, вот именно вот этот сок, бульон был... А тогда не мало ли воды? Может быть мало. То есть, может быть, кипятка будете добавлять? Да, слегка могу добавить. Слушай, многие рассуждают про плов и говорят, зачем ты сверху риса налил воду, надо было, чтобы он пил только зирвак. В зирваке конкретное количество вкуса. Этот вкус зирвака определяется количеством мяса, количеством масла, количеством лука и моркови, который здесь есть. Этот вкус один, единица. Ты его побольше раз разведешь водой, поменьше разведешь воды, вкуса больше не станет. Нет, согласен, И просто... этот вкус, который тут есть, он впитается в рис. Сверху хоть какую, хоть чистую воду наливай, хоть святой воздух пускай наливается. Согласен. Я просто к тому, что, может быть, человек добавил чуть больше воды или чуть меньше, чем понадобится рису. Вот когда больше добавляют, да, надо зирвак там протомить чуть дольше. Сколько риса у тебя? 2 килограмма будешь? Да. Это зирвак. Ну, я такой рис 2 первый раз килограмма вижу. риса, любой 2 килограмма риса, этот зирвак выпьет еще мало будет. Да? Я такой рис просто первый раз вижу. Как вы сказали, сорт называется? Девзира... Рейкзира, Какая? панджакенский. Панджакенская. Вот. Первый раз слышу такой рис. А Вот сколько чем воды больше ты рис выпил? способен впитать зирвака, тем рис лучше. Но надо учитывать, что такой рис, который вот сильно разбухает, как вот сейчас этот басмати я варил, он сильно разбухает. Ему потом и зирвака больше надо дать, и масла надо больше дать. Потому что вся поверхность риса должна покрыться маслом. Масло раскаленное, очень хорошо раскаленное. Косточка пожарилась, опускаю лук. Быстрая жарка лука должна произойти. От этого зависит. Медленно пожаришь – один вкус, быстро пожаришь – другой вкус. Цвет плова – все зависит от того, как ты пожаришь лук. Не от морковки цвет лука, цвет плова будет зависеть, цвет риса. А вот от того, как жаришь лук. Значит, теперь я хотел бы 2 слова сказать о том, какое мясо я сегодня выбрал. Ну, многие ребята говорят, мы повара, мы там в ресторанах работаем.
берут заднюю ножку от барана. Да какого барана? От ягненка берут. Совсем мягкая. Понимаете, в Узбекистане, в Таджикистане никто баранов 10-12 килограмм не режет. Согласен. Там режет 35 килограмм, 40 килограмм баран, От 40. 80 килограмм баран. Эти бараны 2-3 года ходили, они уже довольно жесткие получаются. Все наши народные рецепты рассчитаны, вот эти книжки старые читайте, да? Там 2,5 часа тушится мясо, 3 часа тушится мясо. Это все рассчитано на то мясо, которое должно долго готовиться, потому что баран был не то что старый, а зрелый баран. Не ягненок. Ягненка 2-3 часа жаришь, мясо рассыпается по волокнам, сухое, это невкусно. Мясо должно оставаться мясом. Смотрите, какое мясо я сегодня взял. Это не голяшка, это вот, извините, так, покажите Рулька. мне кто-нибудь. Вот, Рулька. вот выше колена, вот над коленом мясо, говядина. Это говядина. А это баранья грудка, тоже от этого здорового барана. Некоторые считают, что чем больше мяса они напихают в плов, тем вкуснее плов получится. Даже разговаривать с такими людьми не хочу. Ребята, плов — это блюдо про рис. Мясо — это приправа к рису. От мяса рис должен стать вкуснее. Ну, мясо покушай. Если, слушайте, вы до сих пор кто-то не наелся еще мяса, к плову рано подходить. Вот у нас в Фергане старые плововары, хорошие плововары. Килограмм мяса, если возьмут вот грудку, либо лопатку. И берут 2 килограмма риса. Если кто мясо хочет, там, или большая компания, значит, в другом казане отдельно какое-то мясное блюдо приготовят. В шурпу можно мясо положить, пожалуйста, клади. Ну, хорошо пожарился. Мясо тоже хорошо пожарилось. Казан чемпион, казан. Однозначно. Теперь, когда убавился огонь, мясо холодное. Мясо состоит в основном из воды. Оно холодное. И сейчас вот сюда термометр сунь, ну здесь будет от силы 120 градусов температура. Несмотря на то, что только что было 250 градусов температура масла. Окинули мясо, все остыло. И лук уже не может пригореть. Лук горит не от времени приготовления, а от температуры. Из лука испаряется постепенно влага, и поэтому температура масла вместе с луком повышается. Вот такой цвет лука и вот такой цвет мяса возникает при температуре 150 градусов. Но видите, сейчас уже цвет лука не меняется, ничего не меняется. Вот мне этого цвета достаточно, это хорошо будет, это вкусно будет. Смотрите на цвет лука, смотрите на цвет мяса и понимаете, вкусно или невкусно. Но сейчас мы начнем портить цвет мяса. Значит, это куркума. Зарчава, да, говорят. Да, зарцево. Сыпят они в Афганистане. Некоторые не сыпят, некоторые сыпят. На Афганистан когда-то, возможно, на кулинарию Афганистана оказывали влияние среднеазиатские ханства. Бухарский Эмират, там, Хаканское ханство, Хорезмское ханство. Сейчас в большей степени на них влияние оказывает Пакистан и Индия. Не случайно они рис басмати тоже берут, да? Это вот индийская приправа. Индийский набор специй. Примерно то же самое, что вам продавцы специй продают на базаре, когда идут ребята, как мне набор для плова. Набор для плова, и значит, им там насыпят все, что им не нужно, этим продавцам, они туда насыпят. Не покупайте. Для классического узбекского плова какую ты зиру? Что ты использовал? Какие специи? Зиру только. А ты? Зира, перец горошком. Но у меня не узбекский плов, дядя Сталин. Можете меня не начинать ругать, я же сказал, я готовлю московский плов. Готовь. Буквально несколько щепот, ну то есть горошков, я думаю, что они растворятся. Не будут лежать так целые. Пол-литра воды налил. Ну ладно, 1 литр. И опускаю сюда вот эту мозговую косточку. Вот она хороший вкус даст.
Здесь мозг будет плавиться, будет тушиться. Рис у меня готов. Мясо должно потушиться, я считаю, минимум час. А потом оно еще будет под рисом стоять. Вот эту косточку, которую жарили с самого начала. Для того, чтобы масло сделать ароматным. Не потому, что мне мясо надо пожарить. Вот сейчас мясо пожарилось хорошо. А час немного для тушения мяса? Нет, ну мясо-то какое, смотри. Мясо очень такое же, что, которое прям требует. То есть грудинка должна, наверное, вообще превратиться в такое, да? Даже я за говядину больше беспокоюсь. Говядина... Вот такое жесткое мясо, оно более ароматным бывает. Там мышцы самые сильные, самые крепкие. Там гемоглобина много. Во-первых, в таких мышцах они, поэтому такое красное. От этого оно вкусное будет. И там много этих пленочек, которые представляют собой фактически коллаген. В сочетании с водой разварится, образуется типа желе. И если бы мы готовили вот такой плов, как вы сейчас Фархад готовит, это желе воздействовало бы на рис, склеило бы рис. Но у нас рис уже готовый, мы его просто сверху насыпем, и все, он не будет соприкасаться с этим желе. Поэтому мясо может липнуть к губам, а рис останется рассыпчатым. И что? У меня мясо готово, я думаю. Мясо протушилось как следует. И сейчас этот лишний бульон, лишнюю влагу вместе с маслом я заберу отсюда. О, запах чуешь? Да. А что стоишь? Что Только хотел сказать. Давай. Можем, да, продолжать? Давайте. Я подумал, по очереди надо делать. Можно синхронно? Делайте, естественно. Совсем немного там масла, да, влаги оставлю на дне казана. Морковь у меня готова, рис отваренный. Все осталось только сложить и дать постоять, чтобы все превратилось в плов. Теперь в отношении моркови. Вот Афганистан небольшая страна, но там тоже по-разному готовят кабули. Некоторые кладут морковь сверху мяса. Ну, как и в нашем плове, да? Некоторые готовят морковь, кладут сверху риса. И мне этот способ очень нравится. Я сейчас вам объясню, почему. Но давайте не будем обижать ни тех, ни других афганцев, тем более, что они все-таки, ну, неплохие люди. Я кладу часть моркови на мясо для того, чтобы сделать прослойку между мясом и рисом. Рис, вот даже уже будучи отваренным, он хочет еще всасывать как можно больше влаги. Он готов в себя всасывать влаги еще и еще. И когда он всасывает в себя влагу из мяса, мясо остается сухим, невкусным, несочным. Понимаете? И рис разваривается от этой влаги. Вот морковь у меня уже пожаренная, да? Поэтому влаги в ней не так уж и много. Я уложил, сделал прослойку между рисом и мясом. И теперь могу закладывать сам рис. Смотрите, какой рис получился. Смотрите, видите, какой? Видите? Иногда поливая его вот этим зирваком. Не везде. Так вот, пятнышками, чтобы он был. Здесь есть, здесь нет. Чтобы рис впитал в себя этот вкус. Шикарный вкус зирвака. Как пух. Все равно у того мужика в Азербайджане 2 раза лучше был. Понимаешь что? Мне 62 года. И мне есть еще чему учиться. Плов – это бесконечные знания. Я точно знаю, что в 82 года я тоже буду искать какие-то ответы на вопросы, касающиеся плова. Вот не весь рис, а частями. Чтобы половина остался белый, половина стал желтый. Ну, плова-то будет очень много. Да. А мясо не очень. Поселок будем кормить. А ты что? Да. Ты же тоже уже взрослый парень.
Ты же знаешь, что плова никогда много не бывает. Сколько плов ты приготовишь, Да, найдется кому кушать. это да. И еще попросят добавки. Это счастье, когда просят добавки. Вот, рис уложили. Осталось уложить морковку, изюм и еще кое-что. Знаете, они морковку кладут прям где-то вот на одну сторону риса. Не раскладывают ровным слоем, а вот так вот, чтобы потом... Нужна тебе морковка? Вот морковка здесь лежит. Нужен тебе изюм? Вот изюм здесь лежит. Ау. Знаешь, вот в этом казане что? Ты думаешь, здесь вот просто один регулятор температуры и все? Ну, я видел там два. Я так Два. понял, верхний, нижний, да, нагрев? Объясню тебе. Один из них регулирует температуру дна казана, Так. а второй из них регулирует температуру стенок казана. Мясо у нас там сейчас практически готово. Жидкости, влаги там практически нет. И если я буду сейчас греть, пытаться нагреть рис через это мясо, мясо пригорит. Внизу. Да. Когда медный казан, там хорошо проходит тепло. Или вот как у Фархада такой казан, сейчас кирпич там нагрелся. Мгм. Вот я миндаль закладываю еще. Немножко миндаля почистили для украшения, для наслаждения. Пожарили его на топленом масле. Пусть лежит. Можно закрывать крышкой. И я свободен. Я свободен. Этот тазик сверху положу, и здесь, по крайней мере, будет как термос работать. Хотя, еще раз говорю, что где-нибудь 112 градусов с боков будет греться рис, прогреваться рис. Рис должен нагреться как следует. На это уходит где-то 20 минут хватит, это хватит. Пока не нагреется, не хватит. Все зависит от казана, от количества риса, от погоды на улице. Иногда 45 минут, иногда час. На свадьбу готовят плов, иногда 2 часа ставят. Правильно? Да. Водами. Потому что много риса и... Если рис уже не соприкасается с влагой, он может находиться в горячем состоянии хоть 6 часов. Ничего не будет с ним. Воды нет, температура есть, рис не варится. Он стоит и становится только лучше, только вкуснее. Моя самая новая книга называется «Сталих Видеобук». И я хочу вам рассказать об этой книге. У нее, видите, вот такая черная обложка. Но буквы блестящие, да еще и выпуклые, поэтому все видно. И, наверное, нет второй кулинарной книги с черной обложкой, да еще и на которой не нарисована никакая еда. Но эта книга вам очень понравится. Точнее, она уже вам очень нравится, потому что эта книга составлена по тем рецептам, которые были опубликованы в Ютубе и в других социальных сетях и собрали максимальное количество лайков, максимальное количество просмотров, максимальное количество новых подписчиков. Вот что такое эта книга. Здесь рассказано о массе самых популярных блюд. Хумус, холодец, не знаю, там цыплята табака, шурпа узбекская, каурма шурпа. Каурма базбаш такой есть, азербайджанский суп. Борщ, лагман. Одним словом, здесь есть 5 рецептов. Из почти что 1000 блюд, которые я успел приготовить и опубликовать где-то в интернете. Гуляш, бешбармак, картофель фри. Как без картофеля фри? Стейки, самса, шашлык, плов. Но здесь все собрано не по алфавиту, не разделено на какие-то национальные кухни. Здесь все рассказано так, чтобы вы умели составить классное домашнее меню из самых популярных, самых лучших блюд. Вот, например, чебуреки. Любите чебуреки? Еще бы вы не любили. 12,5 миллионов просмотров на моем канале собрал рецепт чебуреков. Книга «Сталих Видеобук» никогда не продавалась ни в одном книжном магазине. Ни на каких маркетплейсах, ни в каких других интернет-магазинах, потому что эта книга изначально продавалась
только в моем интернет-магазине и продается только в моем интернет-магазине stalik.ru. Если вы закажете эту книгу с автографом, пожалуйста, мы упаковываем все книги как следует. И если вы закажете несколько книг вот из этого набора, то, может быть, одну книгу получите вообще бесплатно. На сайте постоянно происходят какие-то акции, скидки. Одним словом, заходите на сайт stalik.ru, и мы поможем вам сделать правильный выбор, и будем вам очень, очень рады. Смотрите, какие красавцы, что они там делают. Охо! Рассказывай, Алишер, что там? Распариваю рис. Вот я перемешал один раз. Делаю такие лунки для того, чтобы лишний пар выходил. И сейчас подожду, убавляю постепенно нагрев, чтобы, я вижу, вот сильно кипит, чтобы рис доходил так умеренно, не торопясь, я убавил нагрев, закрыл заслонку, верхнюю, нижнюю. И теперь вот на остаточном жаре буду доводить рис до готовности. Я думаю, что минут через 15-20 мы можем уже презентовать мой плов. Не знаю, как Фарходаке? Фарходаке, что? Супер. Баджомаку? Да, все в процессе. Сколько по времени примерно? Ну, после того, как дам, сделаем минут 25-30. Понятно. Если я перелил воду, я не закрывая крышку, распариваю. Если не долил воду, можно крышкой поиграться. Ваша школа, как говорится. Вообще первые же... Вы же меня заразили этим. Первый раз, когда я начал смотреть YouTube, ваш канал, есть много молодых коллег, которые вот что-то готовят. Но ваш канал как раз, мне кажется, отличается тем, что у вас информации достаточно, чтобы освоить любой рецепт, любую тему. Главное слушать. Так что спасибо вам за то, что вы делаете. Вы всю Россию посадили на курдюк. Но это реально факт. Я думаю, что многие это могут подтвердить. Да, Фарходаке? Правильно. Или нет? Или я ошибаюсь? Нет, Также с правильно. рисом, Да. также с специями. Не говорите. Где-нибудь в Сибири кто знал, что такое курдюк, например, да? Смотрит канал и знает, что это, оказывается, полезный жир. Вот так вот На вытряхиваем, зеленом фоне хорошо было бы. потихонечку вытряхиваем и даем рису надышаться кислородом, чистым, подмосковным воздухом. Собираем теперь такую горочку. Я буду отправлять сейчас рис на томление. Для убедительности попробую несколько рисинок, чисто чтобы не ошибиться. Возвращаем наши перепелки для того, чтобы они тоже погрелись, чтобы стали горячие. С чесночком, с перцем также. А что перец берешь какой-то голландский, не знаю, или турецкий? Да, это тайский перец, А что вот таиландский. тебе наш вот узбекский, таджикский перец вот не подходит тебе? Подходит. Сухой который. Фарходаге, Проговорил, где скажи, магазин находится? Фарходаге. Наш сушеный, прям с ферганы. Очень хороший. Ну что, я отправляю мой плов. Закрыл? Закрыл, все, 10 минут, 15 может быть. Закрываю заслонку, вторую. И все. Электроказан. Ни одной головешки, никакого дыма. Сейчас бедные соседи думают, фу, когда они там, эти сволочи, когда они закончат этим дымом своим, этим запахом. У меня никакого дыма, только запах. Смотри, что он делает. Смотри. Вы будете потом поливать, да, этим соком? Угу. Ах, наедимся сегодня плова разного. Смела сказал? Ага. Хорошо. Ну что, ребята, блюдо подогрели, да? Значит, вот берешь чайник горячей воды, наливаешь на блюдо. Вот так вот постоит, блюдо горячее. Блюдо же тяжелое, оно нагревается и потом плов долго не остынет. Убираем все топчики отсюда. Они нам понадобятся теперь украсить только плов. Так, перец убираем.
перепелки при подаче я разрезаю пополам, чтобы было удобно гостям кушать. Теперь надо рис распушить. Для этого мы берем вот так вот рис и прям об шумовку вот так вот немножко подтряхиваем. Только слой риса. Слой моркови и мяса я буду перемешивать только при подаче. Вот так. И складирую рис на половину казана. Примерно вот так. Буду сначала укладывать чистый рис, а потом сверху вот эту вот морковь и мясо. Ну, рис, конечно же, должен лежать горкой, чтобы это было красиво. И вот когда мы рис уже уложили, доходим до слоя моркови и вот так вот набрасываем морковь. Ну, у тебя фактически Вот почти что Самарканд, да? Почти что, да. Здесь что-то из Бухары, что-то из Самарканда, но благодаря этим топам все-таки... Масло сколько было у тебя? Масло было у меня миллилитров, наверное, 300 растительного. И еще я добавлял, ну, то есть растапливал курдючный жир. Сколько? Ну, около 300 грамм, может быть. Так, ну, теперь надо украсить. Давай. Так, Ну, курдючок. теперь у меня к вам двоим вопрос. И к тебе, Фархат, и к тебе, Алишер. Что желтую морковку взяли? Красную вообще нельзя ли игнорировать? Я не игнорирую красную морковь. Я просто убедился на своем опыте, что с ней работать намного сложнее, чем с желтой. Поэтому я беру, то есть, Что попроще, да? да, что попроще. Почему объясню? Например, если бы я готовил сейчас с красной морковью, за то время, которое мы томили зирвак, у меня морковь просто превратилась бы в пюре. Как Алишер, сказать? Как сказать? вот этот плов Ага. будут смотреть не 3 дня в Ютубе, Так. и даже не 1 месяц во всех социальных сетях. Вот на этот плов будут смотреть через 100 лет тоже, клянусь тебе. Да? Объяснить почему? Почему? Не владеет перепелки. Не, я хочу просто... Потому что сейчас мы его сфотографируем для моей новой книжки про плов. Я, конечно, напишу, что этот плов не я готовил. Я такой не готовил. Не, а вот с яйцами перегруз, мне кажется. На фото! Забирайте. Фархат, давай, открывай. Мой плов идет на фотосессию, а Фархот подает борзый плов из самого, наверное, борзого риса. Ты смотри, Молодец. как затанцевал рис. Прям рисинка к рисинке. Ты видишь, что рис аж красный стал? Какой нагрев дает хороший. Казан то, что надо, казан. Предвкушение. Жарит как следует. Практически вот то, что Фархат сейчас приготовил, можно сказать, что это ферганский плов, технология ферганская, подача, метод подачи ферганского плова. Несмотря на то, что, еще раз напоминаю, что Фархат таджик из Таджикистана, но та часть Таджикистана, которая входит в Ферганскую долину. В Ферганской долине по этой схеме, примерно по этому рецепту, готовят что узбеки, что таджики, что киргизы, кто какие нации там живут, все уйгуры, все готовят по этому рецепту. Поэтому называется ферганский плов. Да. Ну, у тебя чисто чехана получился, такое мясо капитально пожаренное, морковка тоже все поджарила, скажешь. Чисто чайхана. Исторический плов получается. Давай. Ну вот обжаренные перепелиные яйца я первый раз вижу, чтобы перед тем, как начать готовить С плов. морковкой вместе куриные яйца жарь вот до такого цвета. Отварные куриные яйца кладешь в морковку, когда жаришь морковку. И жарь. Они тоже будут такие вот, не настолько красные, но красные получаются. И очень вкусные получаются. Ну что, моя очередь. Слушайте, там вдруг облажаюсь перед этими вот пацанами молодыми. Но это исключено.
Это исключено. Давайте. Теперь сверху морковочку. По сути дела, все те же самые продукты, что в обычном, как хотите назовите, узбекский, таджикский, среднеазиатский плов. Все те же самые продукты. Мясо, особенно такие куски, конечно, в блюдо, с которым мы уже будем есть, не стоит класть. Лучше взять его и нарезать на мелкие кусочки, для того, чтобы людям было удобно есть. Ну, видите, оно как, да? Вот все. С косточки. Отпадает. Вот она. Вот она. О! Смотри. Смотри. Мясо режешь, оно режется ножом. И его будешь кушать, оно жуется. Его пожевать надо будет. Но вкуса в нем, дай бог каждому. А, Алишер? Мне нож понравился. Нож? Классный. Фархат подарил. Да? Фархат, расскажи, откуда ты это нож? Таджикский нож? Да? Японский пичак. Японский? Правда, японский? Он недавно в Японии был, и мне вот этот нож оттуда привез. Ну как? Японцы узнали, что в России стал пичак популярный, и начали пичахи делать. Чего там, какие-то сантоку свои там всякой ерундой занимались. Вот пичак — это нож. Во. Мясо еще сколько хочешь. Сейчас положим. Еще грудинки. Грудинку уже не нарежешь. Это ее настоящие джигиты должны брать и обгрызать. Вот теперь вопрос. Как все это пробовать? Как все это оценивать? Давайте сначала каждый свой плов попробует. А? Хорошо. Пожалуйста. Давайте. Каждый свой. Знаете, я вижу, что когда люди кушают, многие начинают кушать плов с мяса. Это катастрофически неправильно. Всегда сначала попробуйте рис. Какой получился рис? Еще мог бы поставить мой рис. По вкусу похож на бирьяни. За мясо отвечаю. Морковочку. Морковочку с изюмчиком. Смешанную вместе с рисом. Рис. Чайхана конкретная. Мог бы еще постоять, да? Воду можно было еще дать. Да. Как тебе? Чикенгаку. Вкусно, очень вкусно. Бомба. Ну-ка мясо попробую, жареное. По часовой стрелке. Ты сюда, ты сюда. Себя как в Индии почувствовал. Морковку Очень попробуй. вкусно. Алишер, 5 баллов. Рахмат. Без разговоров. Спасибо. Нет, ну это же хорошо, когда А ты мясо ожидание попробовал из происходит. этого мяса?
Вот это да, мне очень понравился. Очень яркий вкус специй. Очень яркий вкус. Ну что ты скажешь? Очень вкусно. И этот плов мне понравился. И этот плов очень понравился. Но больше всего вот этот понравился. Саша, что стоишь? Иди сюда. Нам тебя не хватало, иди сюда. Ну и какие тарелки привез. Да если все соседи с такими тарелками будут приходить, нам казаны другие надо будет покупать. Вот мы стоим перед вами, 4 парней. Можно сказать, что это русские, что это таджик, что это азербайджанец, что это узбек. Я предлагаю сегодня образовать новую нацию. Нация, которая любит плов. А? То есть мы нация пловоедов. Приятного аппетита, дорогие друзья. Наложите, Саша, каждый своего, давайте. Каждый наложите. Давайте. Хватит так? Не, ну я просто слышал, что детишки там, может, там вас много. Нам не жалко. Спасибо. Кушайте на здоровье. Оценки ждем каждому по отдельности. Была третья рука. Сахло. Угощайтесь на здоровье. На здоровье.